Похождение одной ревизской души. Такое название носило сочинение одного из современников Пушкина, Осипа Ивановича Сенковского, 1800-1858 годы жизни. В этом повествовании автор в юмористической манере описывает цепочку перерождений личности. По поручению верховного божества Сульда дежурные шайтаны, демоны, вселяют душу в беременных женщин разных народов. В результате душа рождается то в Римской империи, то в Китае, то в Бурятии. Юмористический стиль описания делает повествование о приключениях ревизской души гораздо более легким для чтения, чем реальный протокол работы с регрессивным гипнозом. Регрессивный гипноз – метод получения информации о прошлых воплощениях. Он основан на способности внимания перемещаться внутри памяти сохраненной информации, цепляясь за события. Двигаясь от настоящего к моменту рождения, гипнотизер ведет сознание пациента в прошлое. Однако, добравшись до нулевой точки, гипнотизер продолжает вести пациента дальше, а именно в прошлые воплощения. Находясь в состоянии гипноза, человек рассказывает о том, что он видит, где находится и что происходит. Рассказ записывают на диктофон, поскольку, выйдя из гипноза, человек ничего не помнит. Если судить по этим рассказам, каждое предыдущее воплощение, предшествующая личность, знает последующие личности, но не знакома с предыдущими. Переход по цепочке происходит путем гипнотизирования, усыпления каждой следующей активной личности. Прослеживая цепочки воплощений, мы уходим в прошлое на различную глубину. Иными словами, в подсознании разных людей мы находим разное количество воплощений. Есть люди, имевшие воплощение в древних высокоразвитых цивилизациях. Кроме того, были выявлены люди с нечеловеческой монадой, имевшие воплощение на других планетах, принадлежащих к внеземным цивилизациям. Они попали на Землю на космических кораблях и потерпели здесь аварию. Некоторые из них обладали развитыми психическими способностями, гипноз, телепатия.